Привет, с вами Федор и канал Криптекса. На календаре уже последний день июля, а это значит, что мы делаем лучшую ферму июля. Я очень долго думал, какие видеокарты вообще заслуживают чести попасть в подобное видео. И мне очень понравилась линейка 1660 от NVIDIA. У нас с вами на выбор есть три видеокарты. Простая 1660, 1660 Super и 1660 Ti. Различия между ними довольно простые. У обычной 1660 GDDR5 видеопамять, у двух других видеокарт GDDR6. Но у TI версии немного урезанная GDDR6. Настоящая быстрая GDDR6 есть только у 1660 Super. Но графический чип самый быстрый у 1660 Ti. В итоге у нас с вами нет ни одной нормальной видеокарты. Каждая из этих карт хоть как-то дообрезана. А знаете, что самое классное в линейке 1660? Это мощные игровые видеокарты, которые находятся по производительности где-то между 1060 и 1070. У них 6 гигабайт видеопамяти, а это значит, что они справятся с любой игрой и с любым актуальным алгоритмом для майнинга. И также у них есть довольно большой запас для майнинга эфириума. То есть 6-гиговые 1660, любые, простая, TI, Super, это отличный вариант как для геймеров, так и для майнеров. И это очень круто. Окей, что там по хешрейту? Все три видеокарты отлично майнят монету эфириум. Она сейчас самая выгодная для этих видеокарт. На 1660 получается 24,5 мегахэша в секунду. На TI версии примерно 29. А на Super версии примерно 30. Смотрим на цены и понимаем, что TI версия нам совершенно не интересна, потому что она стоит дороже, чем Super, а хешрейт у нее при этом ниже. Давайте посмотрим, почем у нас 1660 на Яндекс.Маркете. Мне нравится вот этот двухвентиляторный вариант за 15 900 рублей. 1660 Super ожидаемо дороже, но похожий двухвентиляторный вариант обойдется в 17 300 рублей. То есть на 1400 рублей больше. И если ощущения и интуиция могут иногда подводить, то цифры не врут никогда. Давайте посчитаем, за сколько мы с вами покупаем 1 мегахэш в секунду. В случае с 1660 мы с вами отдаем 650 рублей за один единственный мегахэш в секунду. В случае с суперверсией мы с вами отдаем примерно 580 рублей за 1 мегахэш в секунду. Получается, что суперверсия немного дороже, но при этом ощутимо выгоднее. Что любопытно, у всех трех видеокарт одинаковое энергопотребление. В стоке они потребляют по 125 Вт, но при этом, если мы понизим Power Limit до 65%, карты будут потреблять всего 80 Вт. 65% Power Limit более чем достаточно для того, чтобы майнить эфириум без каких-либо просадок по хешрейту. Если вам интересно, как вообще разгонять видеокарты, смотрите отдельное видео про основы разгона для майнинга. Так вот, 80 Вт с одной видеокарты. Это получается, что если мы с вами возьмем их 8, то это получится 640 Вт. Нам с вами совершенно точно не нужен никакой мощный блок питания. Если мы с вами добавим потребление процессора и всего остального, а также пересчитаем КПД блока питания, то получим примерно 850 Вт из розетки. Также одна видеокарта это 30 мегахэш в секунду, а 8 видеокарт это уже 240 мегахэш в секунду. И что у нас с вами получается? Мы с вами тратим примерно 15 тысяч рублей на основу для фермы. То есть материнская плата, процессор, оперативная память, кулер, SSD-накопитель и райзеры. А также мы с вами тратим 138,5 тысяч рублей на видеокарты. Считаем вместе, добавляем несколько поездок на такси за всем этим железом, округляем и получается 155 тысяч рублей. Ух, как не терпится посчитать, сколько же денег нам с вами это все принесет. Учитываем стоимость электроэнергии как 4 рубля за 1 киловатт.
потому что по России в среднем получается где-то так. Вбиваем все цифры в калькулятор от Cryptex и получаем 418 рублей в сутки уже чистыми нам с вами в карман. Делим 155 тысяч на 418 и получаем 1 год окупаемость фермы. То есть получается, что за год ферма вернет все деньги, которые вы в нее вложили, и у вас останется бесплатная ферма, которую можно продать, в худшем случае, за половину цены, или продолжать на ней майнить и продать ее попозже, или не продавать. В этом видео мы с вами подробно остановились только на самом главном, на видеокартах и на цифрах. Напишите, пожалуйста, внизу в комментариях, нужно ли в подобных видео подробно перечислять комплектующие для сбора тушки, то есть процессор, оперативную память, райзеры, блок питания и вот это вот все. Или достаточно снять один раз видео, где рассказать, какое железо взять для 5-карточной фермы, какое для 8-карточной и какие особенности при работе с материнскими платами, которые поддерживают очень-очень-очень много видеокарт. Или все-таки в каждом видео подробно рассказывать. Например, я взял такую-то материнку, такой-то блок питания, и суммарно у меня получилось вот столько-то тысяч рублей. Ну и, как всегда, стандартный набор: палец вверх этому видео, подписка на канал, колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Пиши свое мнение в комментариях, а также заглядывай в описание, там есть ссылочка на Cryptex. Скачивай Cryptex, чтобы начать майнить прямо сейчас. А почему нужно начать майнить прямо сейчас? Потому что я сейчас пойду спать, а мой компьютер будет зарабатывать мне деньги. Идеальная комбинация. То есть это что получается? Мне платят за то, что я сплю?